Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Это Макс и... Юля. Да, сегодня у нас будет диалог. Сегодня мы с Юлей будем разговаривать, и мы также делаем видео-версию этого подкаста, поэтому вы можете видеть все, что происходит. Вы можете видеть наши лица и даже то, как Макс жонглирует мандарином и лаймом. Да, кстати, этот мандарин я сорвал в путешествии, когда ходил в горы в Бразилии. У меня был влог, вот здесь будет ссылочка. Ну что ж, Юля, давай начнем. Давай, О чем Макс. мы сегодня будем говорить? Будем говорить про зиму. Мы будем говорить про зиму, потому что, У нас зима. во-первых, у нас здесь зима. Какой сейчас месяц? Сейчас август, середина зимы. Август, середина зимы. И более того, здесь, в Бразилии, во Флорианополисе, все вокруг не напоминает зиму, согласна? Абсолютно. Какая средняя температура здесь? 20 градусов. Ну да, 20, 18, где-то так. Но мы были и в зиме. В настоящей зиме. Целых 3 дня. Ну не 3. Суммарно мы были больше, мне кажется. Дней 5 мы были. Ну, может быть. Дней 5 мы были. Просто 3 дня у нас было таких Полных, полноценных. да. Вот. А вообще мы были 5 дней. Мы были 5 дней где? В Ушуае. Ушуая — это город, который находится в провинции Огненная земля. В Аргентине. Это самый-самый-самый юг. У меня оттуда было несколько влогов. И там была настоящая зима. Да, там впервые за последние 3 года мы увидели зиму со снегом, с минусовой температурой, с необходимостью надевать 3 слоя одежды и шапку. Да, это, конечно, класс. Вот, Сабрина первый раз видела зиму, вообще такую. Точно. Сабрина в первый раз увидела снег, наверное. Да. Ну, в сознательном возрасте, да. Да. Сабрина в сознательном возрасте в 2,5 года первый раз увидела снег. Да. У нее была вообще удивительная реакция. Она падала на землю, падала на снег и ела этот снег. Было ничего невозможно с этим сделать. Просто ничего невозможно. Но если вы смотрели видео из Ушуаи, то вы видели все это. Хорошо, давай начнем, Юля. Давай поговорим про зиму в России. Вот когда мы говорим «зима в России», потому что иностранцы, да, часто говорят, здесь в Бразилии многие тоже говорят: «Зима в России такая холодная». А я им говорю: да, примерно как во Флорианополисе. Потому что, последние годы, последний год в России мы жили на юге России. Да, на юге России, в Новороссийске, там действительно достаточно тепло зимой. Ну, не как во Флорианополисе, наверное. Я немножко лукавлю. Но там практически нет снега, там достаточно тепло, это действительно очень приятная погода. Но большую часть зим я провела, например, в Москве. Окей. Тогда давай объясним нашим зрителям и слушателям, что такое зима в России. Во-первых, она разная. Зима разная, конечно, очень сильно зависит от того, где ты географически находишься. Даже в Москве и в Санкт-Петербурге зима очень разная. Ладно, зима, Москва-Питер, мне кажется, плюс-минус, они похожи. Я бы разделил на 3 части, на 3 типа зимы в России глобально. Зима на юге, Да. где либо нет снега, либо он выпадает на 1 день, на 2 дня или буквально вообще. Зима на юге. Зима в средней полосе России. Это от Питера, Москва, Нижний Новгород до Урала, наверное. И зима На севере? на севере и в Сибири. И Дальний Восток тоже сюда отнесем. То есть такая совсем мягкая зима, зима такая русская зима, которую все представляют, и зима экстремальная. Да. Да? Согласна? Пожалуй, так, да. Зима экстремальная, вот то, что на севере, это минусовые температуры, минус 20, минус 30.
Да. Минус 20, минус 30, минус 40, минус 50. Ну, это какой-то рекорд, да, Ну, температурный. извините, Якутия. В Якутии, да. Минус 50, это не то, что прям обычная зима, но минус 40 — это обычная зима. Вот. Мы разговаривали тут в Буэнос-Айресе с моим парикмахером. Она сама из как раз Якутии. Да? Да. Ого. И она говорила, что да, минус 40 нормальная зима. Ничего, нормально. Нет. Зима в средней полосе — это скорее, не знаю, от минус 5 до минус 15, наверное, редко бывает минус 20, но проблема зимы в средней полосе — это то, что она очень долгая. У тебя, по сути, в октябре... А в Якутии она прям короткая. Я не знаю. Нет, подожди. Я зимой в Якутию не поеду. Давай так, кроме юга России, зима в России везде длинная. Ну, везде длинная, на самом деле, да. То есть нет такого, что у тебя холодный месяц — это январь-февраль, а в марте началась весна. Нет. По сути, в октябре у тебя холодает, начинается слякоть, начинается холод, иногда выпадает снег, редко. И, наверное, до апреля, до конца апреля холода все еще держатся. То есть у тебя не будет, конечно, минус 20 в апреле, по крайней мере, в средней полосе, но все равно может быть и 0, и все равно будет холодно, достаточно слякотно, грязно, поэтому зима действительно долгая в России. Да. Да, просто зависит от региона. Там, где экстремальная зима, там будет много снега. Там может быть много солнца, но будет много снега и мороз. Да. В Санкт-Петербурге снега будет меньше, может быть 3 месяца, 4 месяца снега, но 7 месяцев будет, 6-7 месяцев зима, в плане, что будет холодно, будет или дождь, или не будет солнца вообще, и будет такая достоевская погода, как бы я ее назвал. Погода, когда тебе хочется очень зарубить бабушку, вот правда, или дедушку, или, может быть, другого человека, правда, когда ты склонен либо к суициду, либо к убийству. Честно. Санкт-Петербург. Нет, правда, ребят, это, конечно, так, наверное, такой черный юмор, но, просто правда, когда, я помню Питер, я помню сентябрь норм, октябрь, ноябрь, декабрь, снега нет, или почти нет. Темно, но нет холодно. Солнца. Нет солнца, вообще нет солнца, ребят. 30 дней 1-2 раза может быть солнце. Да, это правда. Это правда жесть. так. Это очень тяжело переносится, особенно если ты, не знаю, пожил в какой-то другой зиме, и потом ты вернулся. В зиме бразильской. В зиме бразильской. Даже в земле... Зима и земля, что-то такое, да? В зиме, в земле. На самом деле тоже черный юмор, да? Да, на самом деле даже после жизни в Пекине, в Китае, зима в России казалась очень депрессивной, потому что в Пекине бывает холодно, но, во-первых, зима там довольно короткая, во-вторых, солнечная и сухая, потому что главное впечатление от московской зимы — это грязная обувь, ты постоянно в какой-то грязной, заляпанной обуви. Это грязь и слякоть. Вот прям слякоть. В городах, да. То есть, когда говорят «русская зима», представляется такая картинка с сугробами, заснеженные деревья, с горки катаются заснеженные дети. И это действительно так, но это за городом. А в городе чаще всего это все-таки слякоть, это какая-то грязь, серость, потому что дороги как-то чистят, дороги посыпают чем-то, чтобы было не скользко. Солью или каким-то химикатом. Поэтому, конечно, сугробов огромных в городе нет, и поэтому много слякоти. Да. Хорошо, Юль, давай перейдем тогда от описания русской зимы. То есть, но надо сказать, что есть и сказочная зима, зима как сказка. Жалко, что ты не была, да и я на самом деле не был зимой вот в Сибири. Да. В Сибири, Иркутск, Улан-Удэ, в тех краях, рядом с Байкалом. Потому что там это одни из самых солнечных в России регионов. Там солнце 300 дней в году.
Зимой там холодно, Но солнечно. но солнечно. И это абсолютно Конечно, потому что у другое тебя ощущение. светло всегда, и действительно это должно быть очень красиво. Это красиво, да. Вот. Хорошо, зима разная. Ты любишь зиму? Нет. Я никогда не любила зиму. Мне не нравится холод. Мне не нравится... Давай, расскажи, почему, если ты не любишь зиму, что тебе не нравится в зиме и что тебе не нравится конкретно в московской России? зиме. Окей, в московской зиме, давай. Я не люблю зиму, потому что холодно зимой, Так, как хорошо. мы обсудили. Потому что долго холодно зимой, потому что это не месяц и не 2. Такой погода, это все растягивается месяцев на 5. Приходится надевать на себя много одежды, носить шапки, хотя я практически никогда не ношу шапки. Зимой электризуются волосы очень сильно, потому что в помещениях Да сухо. у тебя они и сейчас электризуются, они постоянно хотят соединиться с микрофоном, как щупальцы. Ну, а зимой у тебя они просто вот так дыбом стоят. Ты заходишь в помещение, не знаю, снимаешь капюшон, волосы стоят дыбом. Короче, некомфортно мне зимой, потому что холодная температура. И еще, как я сказала, много слякоти. И вот сейчас, когда мы были в Ушуае, я вспомнила это чувство, когда ты идешь, хлюпаешь по каким-то вот лужам, снеголужам, приходишь домой, и у тебя весь коридор грязный. в этих грязных следах, вся обувь грязная. Я очень отвыкла. Мокрая и грязная. Мокрая и грязная, да. Я отвыкла от этого чувства, и вот в Ушуае я прям вспомнила вот эту вот историю. А ты любишь зиму? Ну, у меня более сложное отношение к зиме, как и ко многим вещам в жизни. Я, безусловно, вижу и плюсы в зиме, вижу минусы. Но давай так, что мне не нравится в зиме? Что тебе не нравится? Мне не нравится, когда нет солнца. Поэтому питерская зима — это просто жуть, потому что нет снега, нет зимней сказки, нет солнца. Только ветер, холод и слякоть. А потом, когда ударят морозы, то на крышах в Питере появляются не сосульки, сосули. Реально, был такой мем, ходил про питерские сосули. Потому что, сосулька — это что-то маленькое. Но там нахрен вот такие глыбы эти, сталактиты или как они. Реально вот такие огромные. То есть вот... И они убивали людей. Без шуток. Да. Они убивали людей, потому что такая глыба льда падает с 5-го этажа в центре Питера и убивает человека. То есть это прям не шутки. Да, это поэтому это опасно. И сколько людей поскальзывается и падает. О, я постоянно падала. Ты, не знаю, мне кажется, молодежь, кроме Юли, падает редко. Но для пожилых людей это реально опасно. Это очень опасно, да. Да, переломы или травмы, которые ты можешь получить. Скорее в городах все-таки посыпают улицы, чтобы вот не было скользко. Но, например, утром, когда за ночь все замерзло, а ты выходишь рано из дома, еще не успели ничем посыпать, ты идешь и вот просто как на коньках скользишь. Да. А помнишь, мы общались с нашим другом Костей, который был из Новосибирска. Да. И он говорил: ребят, у нас в Новосибирске нет никакой слякоти, нет никакого гололеда, мы просто ходим по пояс в снегу зимой. Помнишь, он говорил, что главная проблема... Помнишь, нет? Нет. Мы гуляли по крепости в Нови Саде, да? В Нови Саде, да. И... Там не чистят улицы? Там не чистят улицы. То есть главная проблема в Новосибирске, что ты просто ходишь по снегу, ты не можешь передвигаться, ты идешь вот так вот по сугробам в городе. Не знаю. Сурово. Да. Так вот, да, я это все не люблю. Но давай я скажу, что я люблю. Я обожаю смену сезонов. Это то, что я понял, живя в климате таком субтропическом. В принципе, Буэнос-Айрес близок к субтропическому климату. Я думаю, может быть, даже и есть субтропический. То есть, но в Буэнос-Айресе есть некая смена сезонов. Там есть 2 сезона, как минимум. Для меня так. Но
мне бы, конечно, хотелось, чтобы был снег, чтобы была зима, но чтобы она была короткая. То есть в целом мне нравится, когда есть зима, когда природа постоянно меняется, когда ты видишь то снег, все белое. В Ушуае было классно. Ты смотришь вдаль, белый снег, все покрыл землю, покрыл белый снег. Красиво, деревья стоят без листьев, такие мертвые как будто, но потом весной все начинает распускаться. Вот этот цикл, вот, мне очень нравится. И мне нравится, когда бывает холодно, когда бывает тепло. Когда постоянно одна температура, не знаю, такое ощущение, что ты в дне сурка. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я в целом тоже люблю эту смену сезонов, но для меня в Буэнос-Айресе климат идеальный. Там есть, на мой взгляд, смена сезонов, там есть очень красивая весна, но да, там нет снега. Холод там есть. Ну да, там есть холод, но в России-то в домах тепло. Ну, да. Даже в Ушуае зима гораздо мне больше понравилась, потому что зимой там тепло. Да, это большой плюс. Зимой тепло. В квартире, простите, да, чтобы было понятно, в квартире зимой тепло. В Буэнос-Айресе у тебя только кондиционер, да, его здесь не видно, но кондиционер, и ты постоянно в таком вот некомфортном находишься в состоянии. Да. Короче, чтобы подытожить, Юля, скучаю ли я по зиме? Наверное, в общем, нет. Я не могу сказать, что мне так хочется зимы. Но в целом, когда я иду в горы, вижу там снег, мне нравится. То есть я бы не хотел жить, наверное, в стране, например, как Канада, где или Россия, или Швеция, или Норвегия, Финляндия, да, в северных таких странах, где прям долгая зима. Хотя, в принципе, наверное, я бы мог себе это представить. Ну, не знаю. Но, наверное, я бы не очень хотел с точки зрения погоды. Но короткая зима, да, я бы хотел, чтобы была короткая зима и снег. Ты? Ну, я не могу сказать, что я скучаю по зиме, как вы могли догадаться. У меня абсолютно нет потребности в том, чтобы зима была со снегом. Мне, наверное, не очень нравится, когда, не знаю, если это будет тропический климат, где на протяжении года не будет меняться погода вообще. Или, например, если у тебя есть лето и сезон дождей, типа сухой сезон и сезон дождей. Наверное, такой климат воспринимался бы хуже, чем зима. Тобой воспринимался бы. Да, мной бы воспринимался хуже, чем холодная зима. Но в целом, нет, я не скучаю по зиме. Мне нравятся заснеженные пики в горах. В Ушуаю мы съездили прекрасно, это было замечательно. Но жить с долгой холодной зимой мне бы не хотелось. Сколько месяцев снега ты бы смогла, скажем так, вынести с комфортом? Месяцев? Месяцев, недель, хорошо. Ну, меньше месяца. Меньше месяца? Да. Ого, ясно. Я для себя думаю где-то 2 месяца, наверное, так. 2 месяца со снегом, это было бы, наверное, идеально для меня. Okay. Что ж, друзья, есть ли в вашей стране снег? Были ли вы в странах, где он есть? Видели ли вы снег? Есть люди, которые никогда не видели снег. Расскажите о своем опыте, пожалуйста. Комментарии оставляйте либо здесь на YouTube, если вы смотрите этот подкаст, либо если вы слушаете этот подкаст, тогда оставляйте комментарии, пожалуйста, на сайте russianwithmax.com, потому что на других платформах я не могу прочитать ваши комментарии. Пожалуйста, оставляйте их на сайте, и я вам обязательно отвечу. Всего вам доброго. Пока-пока.